Вы когда-нибудь замечали? Вы горите темой, в голове куча идей, но как только включается кнопка записи камеры, в голове наступает буквально звенящая пустота. В голове появляется звук сверчка, а тело сковывает страх. Сегодня я расскажу, что это не ваша вина, а привет из вашего школьного прошлого. Мы разберем, как страх перед учителем у школьной доски блокирует ваше предназначение сейчас и как наконец-то начать говорить на камеру в потоке. Всем привет! В этом видео я хочу продолжить тему, которую я затронула в предыдущем видео, ведение YouTube канала как путь духовного развития, и расскажу про свой личный опыт. Я начала вести YouTube канал 31 мая в этом году. Я уже рассказывала в своем первом видео, ссылочка появится в правом верхнем углу на это видео. У меня были душевные страдания, стенания и муки. Я уже чувствовала и осознавала, что мне нужно вести YouTube канал, но я не могла себя пересилить, перебороть. Ну и потом потихонечку я сделала первый шаг. Реакция этого видео меня удивило, что большинство комментариев было поддерживающие. Ну, я поняла, что все не так страшно, как я себе рисовала в своих фантазиях и своем воображении. Поэтому я записала видео, это ведение YouTube канала как путь духовного развития. Рассказать, что все не так страшно. И, ребят, всех, кто хочет начать вести, представители 4-й касты, звездные души, эмпаты, начинайте. Это потому что это первый шаг, и вы поймете, что ничего здесь страшного нету, и бояться здесь нечего. А сейчас я хочу рассказать уже о других своих моментах, с которыми я столкнулась. Начну с того, что моя цель ведения YouTube канала — это проводить поток своего высшего я, передавать знания, информация, которая мне поступает, и плюс свой духовный опыт, путь, который я прошла, то, что я преодолела в своей жизни, передавать свой личный опыт. У меня есть мое внутреннее знание, что я это должна делать. И сейчас в этом видео я хочу поделиться следующими своими озарениями про почему YouTube канал — это путь духовного развития. Обычно у меня очень много в голове идей, информации, она мне приходит, поступает. Все так ты сидишь и в голове так много информации, она идет потоком. И думаешь, допустим, какими-то бытовыми вещами занимаюсь, я думаю, сейчас я доделаю, и сяду и буду записывать. Ага, не тут-то было. Я сажусь записывать видео, и у меня в голове пустота. Все. У меня там звук от этого сверчка, который в ночи цвиринькает. Это у меня в голове видео. И я сижу, и не понимаю, что такое. Что такое. И потом, в течение нескольких раз у меня так было, я решила проработать эту тему, и я поняла, в чем проблема, в чем у меня проблема, в чем затык. В том, что для меня самая такая, можно сказать, что у меня есть травма, детская травма, это школа, обучение в школе. Я была отличницей, и это, скажем так, психологические травмы причинило это обучение. И получается, у меня есть взаимосвязь, что когда я сажусь и включаю камеру и пытаюсь записывать видео на тему, которую я хочу, у меня активируется эта травма детская, что я словно выхожу отвечать у доски. Я выхожу у доски. Получается, мое бессознательное воспринимает запись видео, которое я сейчас записываю, что я не записываю. Это не то, что я хочу делать, расслабленно, на кайфе, на позитиве, то, что мне нравится. Как то, что причиняет мне удовольствие. Есть информация, я ей делюсь. Рассказываю, проявляю себя, и таким образом, еще и кому-то это будет полезно. То есть это ж хорошо, это приятные ощущения. А у меня, получается,
нету этого, а есть вот другое. Я включаю камеру, и у меня начинается стопор. Вот наконец-то вот сегодня я осознала, по какой причине происходит этот стопор. А причина в том, что активировалась моя детская травма. Лена ученик, Лена школьница, которую вызвали к доске отвечать. И вот на меня смотрит класс, кто-то там хихикает, смеется, а рядом стоит учительница. И если ты что-то неправильно ответишь, она начнет на тебя орать, она начнет тебя чмырить и чуть ли тебя не уничтожить. Ну, потому что вот у меня в детстве так было, что если я получала какие-то плохие оценки или там не знала, то у нас учителя такие были, опускали, тебя чмырили, рухали на тебя и кричали. Получается, что уже в голове, в бессознательном есть связка, что если ты неправильно ответишь, то на тебя накричат. Что значит, а если на тебя накричат? Ну, значит, что ты плохой, ты недостоин любви, тебя лишат любви, тебя накажут. То есть вот я хочу на своем примере показать, как работают бессознательные программы и как вот, казалось бы, не связанные вещи, ведение YouTube-канала и мой прошлый опыт, Лена школьница, которая отвечает у доски, вот как. А для бессознательного, а бессознательное это вот воспринимает как один и тот же, ну, как одно и то же. И получается, вы тоже чувствуете, вот как и я, что вы хотите записывать видео, но включаете, либо вообще камеры боитесь, либо включаете камеру и у вас начинается вот ступор, вот. В обычной жизни без камеры вы там можете легко на потоке вот так вот все как ручеек, текст льется, поток идет, а как камера включается сразу я робот, ступор и все. Ну вот, я предлагаю вам поисследовать, взять ручку, бумажку, настроиться, вот какие вы эмоции испытываете, и потом углубиться и посмотреть, а кто боится, почему боится. Осознание этого процесса, оно очень уже терапевтически происходит, ты уже с пониманием к себе относишься, потому что если ты не понимаешь причин, почему так происходит, то есть высокая вероятность, что ты начнешь себя чмырить, что ты начнешь себя, вот я неудачник, у меня ничего не получается, я ничего не могу, ну и все. И эти как бы мысли, они тебя просто отводят от того, чтобы все-таки завести свой YouTube-канал и продолжать его вести. Поэтому ведение YouTube-канала — это и есть духовный путь, потому что мы сталкиваемся, вот мы не знали, вот я начала, я не думала, что я столкнусь с таким. То есть у меня были сначала одни опасения, одни предположения, одни страхи, я начала это делать, и получилось, что это не реализовалось, то, чего я боялась. Но зато произошло то, что я и не думала, то, что я не могла предположить. И получается, что нужно это преодолевать. И так вот. И это путь, потом еще что-то всплывет. И таким образом ты будешь это прорабатывать и улучшать себя, исцелять свою психику, ну и таким образом духовно расти. Так что так, буду рада, если вы ответите в комментариях, напишите вашу обратную связь, что вы думаете по этому поводу. Ведете ли вы уже свой YouTube-канал? И если не ведете, а хотите вести, знаете ли вы уже страхи, которые вас останавливают на вашем пути? Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Пока.